Приветствую, друзья! Планета словно решила встряхнуть нас. Катастрофы следуют одна за другой. Природа показывает свою мощь, и мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Мощный Тихоокеанский циклон обрушился на Камчатский край, принеся с собой аномальный снегопад и штормовой ветер. Стихия парализовала жизнь краевого центра и привела к введению экстренных мер безопасности. По данным региональных служб, пик непогоды пришелся на 2 и 3 декабря. За это время выпало огромное количество осадков, на улицах городов образовались многометровые сугробы. Порывы ветра, по сообщениям метеорологов, достигали 40 метров в секунду. Временно была нарушена работа аэропорта, авиасообщение с материком прервалось. Движение на дорогах общего пользования серьезно затруднено. Власти приняли решение об отмене занятий в школах краевого центра Петропавловска-Камчатского и близлежащих районов. Школьники останутся дома, чтобы обеспечить их безопасность в условиях бушующей стихии. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю выпустило экстренное предупреждение о лавинной опасности. Штормовое предупреждение действует с 3 по 5 декабря. Спасатели призывают жителей и гостей полуострова избегать горнолыжных баз и склонов с крутизной более 30 градусов, поскольку существует особая угроза схода гигантских снежных масс. На текущий момент сообщений о пострадавших нет. Коммунальные и энергетические службы работают в усиленном режиме для обеспечения жизнедеятельности региона. В то время как Индонезия оплакивает сотни жертв разрушительных наводнений на острове Суматра, фронт непогоды сместился на густонаселенный остров Ява. Сильные ливни 2 и 3 декабря вызвали новые наводнения и оползни в крупных городах. Город Маланг в Восточной Яве столкнулся с серией локальных бедствий. По данным агентства по борьбе с стихийными бедствиями, было зафиксировано не менее 7 отдельных точек затопления, 2 случая падения деревьев и 1 оползень. Вода затопила районы Блимбинг, Сукун, Лавалару и Кладжен. В Сукуне обрушилась подпорная стена, а на улице Кинанга в Лаваару сошел оползень. Коммунальные службы города работают в усиленном режиме, проводится расчистка завалов, а в затопленных зонах проводится откачка воды. После полуденного ливня в среду серьезно пострадал также город Депок. Район Пасар-Кемири-Мука оказался затоплен, уровень воды достигал 40 сантиметров. Это сразу же привело к транспортному коллапсу, мотоциклы глохли прямо посреди дороги, часть торговых павильонов и транспорта ушла под воду. Местные власти объяснили паводок не только интенсивными осадками, но и с забитыми дренажными каналами, а также расположением рынка в низменности. Вода начала спадать лишь спустя 5 часов после прекращения дождя. Правительство Индонезии призывает граждан к максимальной бдительности, поскольку метеорологические службы прогнозируют продолжение сильных дождей по всему архипелагу. Серьезный инцидент произошел вчера во второй половине дня в районе Анхай вьетнамского города Да Нанг. Часть дорожного полотна на улице Нгуэн Конг Трю обрушилась в котлован строящегося здания. На месте происшествия образовался провал длиной более 10 метров, занявший почти половину улицы. В результате обрушения пострадал как минимум 1 человек. Его оперативно доставили в отделение экстренной помощи. Также в провал рухнули 2 автомобиля, оказавшиеся в этот момент на аварийном участке. По словам местных жителей, катастрофа не была полной неожиданностью. Трещины на дорожном покрытии в этом районе появились уже много дней назад. Однако никаких превентивных мер принято не было. Ситуация усугубляется тем, что не только данная улица, но и параллельная ей улица Нго Куэн сталкивается с аналогичной проблемой просадки грунта вблизи строительной площадки. Территория оцеплена, на месте работают экстренные службы. Власти города начали расследование причин инцидента и устанавливают степень ответственности застройщика. Мощный пожар вспыхнул в горном массиве Сьерра-де-Гуадалупе, расположенном на границе муниципалитетов Экатепек и Тлальнепантла в штате Мехико. Пламя, охватившее сухие луга, быстро распространилось из-за сухой растительности и ветреной погоды и угрожающе приблизилось к жилым зонам.
Площадь возгорания составила около 2 гектаров. К вечеру вторника огонь усилился, а зарево и дым были видны с расстояния до 20 километров. Для борьбы с огнем были оперативно мобилизованы подразделения гражданской обороны и пожарные команды из обоих муниципалитетов, а также сотрудники Национальной комиссии по лесному хозяйству. Общими усилиями около 40 специалистов к вечеру удалось локализовать и взять под контроль распространение пламени. Благодаря слаженным действиям экстренных служб пострадавших в результате инцидента нет. Также удалось минимизировать ущерб лесному массиву и дикой природе. Причины возгорания пока остаются неизвестными. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. Вчера, ближе к вечеру, в магнитосфере нашей планеты начали появляться признаки возмущений, которые после 21 часа по московскому времени достигли уровня магнитной бури. К настоящему моменту уровень возмущений превышает отметку слабой магнитной бури, но немного не дотягивается до средней. Причиной формирования магнитной бури стали попадания с Земли в поток быстрого солнечного ветра из очередной корональной дыры, выходящей в центральную часть солнечного диска, и приход к нашей планете периферийной части выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X уровня. По имеющимся на текущий момент прогнозам, возмущения геомагнитного поля продлятся до пятницы включительно. Сегодня временами величина возмущений будет достигать уровня магнитной бури от слабого до среднего класса G1, G2. В последние дни Алжир сталкивается с экстремальными и контрастными погодными условиями. Страну буквально охватил погодный хаос. От снега в горных районах и внезапного наводнения в столице до сильной песчаной бури на юго-западе. Резкое похолодание и атмосферный фронт привели к выпадению первого за зиму снега в нескольких центральных и восточных провинциях страны. Белый покров образовался в горных районах, включая Медею, Блиду и Тизиузу. Одновременно с этим на столицу, город Алжир, обрушился мощный ливень, который вызвал внезапное наводнение. Улицы города быстро оказались под водой, это привело к серьезным нарушениям транспортного сообщения и локальным подтоплениям жилых и коммерческих зданий. В это же время на расстоянии сотен километров к юго-западу, в провинции Тук-Гурт, на предгорье пустыни Сахара обрушилась сильная песчаная буря. Огромные массы пыли и песка были подняты в воздух мощным ветром. Буря значительно ухудшила видимость, заставив местных жителей укрываться в домах и создала опасные условия на дорогах региона. Метеорологические службы Алжира выпустили предупреждение о сохранении нестабильных погодных условий на ближайшие дни и призвали граждан к максимальной бдительности во всех затронутых регионах. Вчера на полуостров Бонависта в канадской провинции Ньюфаундленд, а также на Лабрадор обрушился мощный зимний шторм, который принес сильный мокрый снег и штормовой ветер, парализовав движение на дорогах и вызвал перебои с электричеством. Министерство окружающей среды Канады для региона полуострова Бонависта объявило оранжевое штормовое предупреждение. Вдоль всего побережья уже выпало более 30-40 сантиметров снега. Скорость ветра достигает 80-100 км в час, а его порывы приводят к образованию условий белой мглы и значительно снижают видимость на дорогах. По всему региону зафиксированы многочисленные отключения электроэнергии, над устранением которых работают аварийные бригады. Школы по всему центральному и восточному Ньюфаундленду закрыты, паромное сообщение отменено. Власти настоятельно рекомендуют отложить все поездки до улучшения погодной ситуации. Частная китайская компания Landspace вчера успешно провела исторический для страны первый запуск многоразовой ракеты ZQ-3. Вторая ступень ракеты вышла на заданную орбиту, однако мягкая посадка первой ступени завершилась неудачей из-за возгорания. В декабре ожидается первый пуск другой многоразовой ракеты Long March 12A, созданной государственной корпорацией Китая.
Многоразовые системы, как правило, двухступенчатые, с возвращаемой первой ступенью, рассматриваются сегодня как ключевое направление развития рынка пусковых услуг, позволяющее радикально снизить стоимость доставки грузов и экипажей на низкую околоземную орбиту. Бесспорным лидером в этой области являются США, чья компания SpaceX с ракетой-носителем Falcon 9 фактически монополизировала рынок. На этом фоне успехи Китая имеют не только техническое, но также политическое и репутационное значение. Вчера на вулкане Пурасе в Колумбии наблюдалась повышенная активность. В течение дня было зафиксировано несколько выбросов газа, пара и пепла. Один из выбросов во второй половине дня достиг высоты более 500 метров над кратером. Вулкан остается на 3-м уровне опасности по 4-бальной шкале, который был установлен несколькими днями ранее. Власти департамента Каука, где расположен вулкан, начали подготовку к превентивной эвакуации сотен жителей из наиболее уязвимых районов вблизи вулкана. Колумбийская служба геологии продолжает круглосуточный мониторинг и призывает население следовать официальным распоряжениям. Вулкан Пурасе, расположенный всего в 26 километрах от города Попаян, считается одним из самых активных в Колумбии, и текущий уровень его активности вызывает тревогу у местных жителей. Мощнейший шторм обрушился на днях на юг аргентинской провинции Ла-Риоха, вызвав хаос в городах Улапис и Чепес. Стихия, которую местные жители назвали апокалиптической, привела к масштабным наводнениям, серьезным разрушениям и полному отключению электроэнергии. Основной удар пришелся на Улапис. По данным местной метеорологической службы, интенсивность осадков была исключительной. Всего за 30-40 минут выпало порядка 110-115 мм осадков. Ливень сопровождался сильным ветром и крупным градом, что усугубило разрушительный эффект. Масштабы стихийного бедствия оказались огромными. Вода стремительно затопила улицы, превратив их в бурные реки. Особенно сильно пострадали жилые дома, расположенные в низинных частях города. Хлынувшие потоки воды застали жителей врасплох. Град и сильный ветер повредили крыши домов, окна и припаркованные автомобили. Многочисленные поваленные деревья привели к повреждению линий электропередачи, оставив Улапис полностью без электричества. Для оказания помощи пострадавшим и проведения экстренной эвакуации были мобилизованы все экстренные службы – пожарные, полиция и муниципальные работники. Сообщается, что от стихии пострадали более 50 семей. Власти провинции, которые ранее выпустили желтый уровень погодного предупреждения, продолжают оценивать ущерб и оказывать помощь населению. На Гавайях сохраняется напряженное ожидание начала 38-го эпизода извержения вулкана. По состоянию на утро среды видимая вулканическая активность в кратере Халима-Умао практически приостановлена. В это же время специалисты, проводившие облет кратера на вертолете, зафиксировали важные признаки, свидетельствующие о новом накоплении магмы. Поверхность лавы в глубоких северном и южном жерлах остается активной, наблюдается умеренное свечение и слабое разбрызгивание. Текущий уровень опасности вулкана остается на отметке наблюдения, авиационный цветовой код оранжевый, что свидетельствует о повышенной вероятности извержения. Мощный шторм в сопровождении града обрушился на северные пригороды Притории. Основной удар пришелся на Синавиль. Град оказался настолько интенсивным, что в некоторых районах толщина градового покрова на земле достигала 20 сантиметров. Улицы Синавиля и других северных районов Притории были полностью завалены льдом. Из-за огромного количества льда обычные методы уборки оказались неэффективными. Власти были вынуждены использовать специализированную технику для расчистки основных дорог и восстановления движения. Шторм нанес значительный материальный ущерб. Повреждены крыши домов, припаркованные автомобили, а также навесы для автомобилей, многие из них обрушились под тяжестью льда. Были зафиксированы локальные подтопления и отключение электричества.
Шторм стал частью серии сильных гроз, охвативших провинцию Гаутенг и другие восточные провинции ЮАР, и продемонстрировал исключительную интенсивность погодных явлений в регионе. Шри-Ланка переживает самую страшную природную катастрофу со времен цунами 2004 года. После удара циклона Дитва, вызвавшего катастрофические наводнения и оползни по всему острову, власти обновили данные о жертвах и разрушениях. По состоянию на утро 3 декабря число подтвержденных погибших достигло 474 человек, при этом больше всего смертей зафиксировано в центральном районе Канди. 356 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Спасательные операции продолжаются в труднодоступных районах, куда затруднен доступ из-за разрушения дорог и мостов. От стихии так или иначе пострадали более 1 400 000 человек по всем 25 округах страны. Свыше 33 000 человек были вынуждены покинуть свои дома и размещены во временных убежищах и центрах безопасности. Президент Шри-Ланки назвал это бедствие самым крупным и сложным стихийным бедствием в истории страны. Колоссальный ущерб нанесен инфраструктуре и сельскому хозяйству. Сообщается о повреждении 1777 резервуаров и 483 плотин. Серьезно пострадали 1936 каналов и 305 мелких ирригационных каналов. Затоплены и повреждены 328 сельскохозяйственных подъездных дорог, свыше 55 000 гектаров обрабатываемых земель полностью уничтожены, что ставит под угрозу продовольственную безопасность региона. Общие экономические потери от циклона оцениваются в колоссальные 6-7 миллиардов долларов США. Международное сообщество экстренно направляет гуманитарную помощь и полевые госпитали для поддержки пострадавших. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.